Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о известном певце Леониде Агутине. Сегодня утром в полицейском участке города Москвы при участии членов антикоррупционного комитета прошел первый допрос Леонида Агутина по делу о шокирующем происшествии, которое произошло несколько дней назад. Во время музыкальной репетиции к программе «Песня года» Леонид Агутин ударил одного из зрителей гитарой по голове, который подошел к нему, чтобы взять автограф. Однако теперь положение Леонида Агутина усугубилось еще больше. Вчера вечером стало известно, что зритель, который попытался взять автограф у него, житель города Москвы Николай Куватов, не приходя в сознание, скончался в реанимации Московской больницы. Причиной смерти стали многочисленные переломы шейных позвонков и нарушение дыхательных путей. Напомним, что Николай Куватов в результате удара испанской гитарой упал со сцены и ударился головой. Завтра состоятся похороны 40-летнего мужчины. Члены антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым заявили, что приложат все усилия, чтобы Леонид Агутин получил самое жесткое наказание. Однако скандал с погибшим зрителем набирает обороты. Стало известно, что погибший Николай Куватов был бывшим участником спецоперации и провел на Украине более 11 месяцев. Он был награжден государственными наградами. Более подробно о произошедшей трагедии рассказала супруга погибшего зрителя Анастасия Куватова. Убитая горем 30-летняя женщина сообщила, что ее супруг был офицером вооруженных сил Российской Федерации и носил звание капитан-лейтенанта. Участвовал на спецоперации в течение почти целого года и был удостоен высоких правительственных наград, ордена Мужества и медали за отвагу. Анастасия Куватова сообщает, что на концерт Леонида Агутина они отправились по ее инициативе. Сама женщина постеснялась выйти на сцену и взять автограф и попросила об этом своего супруга, что и привело в итоге к печальным последствиям. Ну а буквально несколько часов назад в связи с шокирующим событием в Москве были арестованы 3 офиса Леонида Агутина. На данный момент там ведутся обыски. У полиции и антикоррупционного комитета существует версия, что Леонид Агутин мог хранить огнестрельное оружие в своих офисах и музыкальной студии. К слову сказать, это уже не первый случай, когда зритель погибает в результате неадекватных действий известных артистов. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще летом этого года известная певица Лариса Долина, которая работала преподавателем Института культуры, во время сдачи экзамена за пользование шпаргалкой ударила молодого студента скрипкой по голове. 20-летний студент впал в кому, а спустя несколько дней ушел из жизни. Помимо этого стали известны последние новости о работе антикоррупционного комитета. Дружная команда во главе с Никитой Михалковым, куда входят 15 известных артистов, продолжает бороться с преступностью и коррупцией в мире российского шоу-бизнеса. Совсем недавно члены антикоррупционного комитета подготовили важный законопроект. Отныне все артисты обязаны будут отдавать 50% своего гонорара за концертные выступления. Данные средства пойдут в помощь участникам спецоперации и на социальные выплаты для многодетных и малоимущих семей. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, вы можете написать поддерживающий комментарий и поставить лайк под видео.